Алло. 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 Игорь, есть одна проблема. Домофон сам работает, но сам вот этот вот микрофон, динамик, чтобы типа меня было слышно, вас на улице, это так не работает. Вы у двери стоите? Внизу? Да, да. Я сейчас спущусь и открою вам. Пусть Лиза что тапки оденет, спустится. Все, хорошо, все, Давай. все, давайте. Так, в общем, что-то у них случилось с домофоном. Сейчас Лиза спустится. В общем, мы приехали до Лизы. Многие из вас просили узнать, как у нее дела, как у нее сложилась жизнь, потому что, можно сказать, толком мы не рассказывали, что у нее происходило, наверное, на протяжении почти 2 лет. И в сегодняшнем выпуске вы узнаете, где она сейчас живет, как у нее дела, с какими трудностями она сталкивалась, какие цели и планы у нее удалось осуществить, что-то не удалось. В общем, будет много всего интересного. Вы узнаете про ближайшие планы Лизы. И все это будет в сегодняшнем выпуске, будет также много всего интересного. Поэтому подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наши социальные сети, на телеграм-канал. И прямо сейчас мы начинаем. Приятного вам просмотра. Привет! Че, как дела? Нормально? Все в порядке, да? Уже вещи тут у вас, да, лежат? Да, у нас все собрано. Мы еще просто вам не успели сказать, а Лиза сейчас на днях, они с этой квартиры будут переезжать в новую. Ну, сейчас об этом чуть позже еще расскажем. Здрасте. Здравствуйте. К чаю. К чаю. Девочки так и не сходили. Красиво. Попозже попьем. У тебя тут еще подружка. Да, из-за переезда у меня комната совсем сейчас опустела, но у меня тут висела гирлянда. А тут у меня были Помню, плакаты. плакатов, да, у тебя у прям меня много-много были было. очень много плакатов. Вот, кстати, моя катана. Ого. Вот. Она, правда, не настоящая, но все же. Угу. Чтобы вы знали, Лиза стала увлекаться аниме, Да. всякими фильмами. Еще чуть позже, наверное, расскажет, ее пригласили на озвучку какого-то там Да. мультика. Тоже расскажу. Да, попозже. Еще мы Лизе оставляли нашу камеру, и Лиза снимала там небольшие сюжеты там о своей жизни. Это будет у нас идти параллельно нашему выпуску, поэтому, в общем, будете видеть, что там Лиза наснимала. Мы сами еще не знаем. Ваня, наверное, бедный там будет это все монтировать. Там не надо ничего. Ну вот, нет, что там Лиза бывает, кто пишет, запинается, потом начинает заново, неудачный дубль, думаю, мы тоже вставим, чтобы было тоже интересно, так все вживую смотреть. Вот. Ну, в общем, тут шкаф. Я тут провожу Мгм. свое время с котами. А вот это вы хотите Вот девчонкам мешок и еще, Елены я отдать? нашла вот курточка, еще второй. Да, размер конечно, сейчас. переберите, мы отвезем, я Нет, думаю, они конечно, рады вещи будут. хорошие. А вы, получается, почему решили переехать с этой квартиры? Хозяйка сказала освободить. Почему? Она и продавать будет, что ли? Ну нет, продавать она точно не будет. Может быть, она захочет перейти сюда, здесь будет жить. И как бы Сама? тоже она жила тут, но Короче, просто надо вынуждена, да, Да. у вас переезд? так бы мы доучились до июня. А Школу ты сейчас бы в каком закончила. классе, в Я 9? сейчас в 9, да, мне Все немного заканчиваешь. осталось. Вы дожили бы здесь, когда она закончит, и что бы дальше вы? Ну а дальше мы пойдем в Москву. Ну, Её там смотри, ждут. Вы в два Москву собрались? события. В общем, есть одна девушка с своего канала, она меня и нашла, мы, с ней уже давно знакомы. Мы с ней списывались, и она говорит: Лиз, слушай, а может тебе там в Москву перебраться летом, что поживешь и тут поработаешь, тут, ЗП больше, и все, будешь жить у меня. Как мастер маникюра, она сказала, что у меня есть тут знакомые, они тебя устроят в салон, и потом перейдешь как сама по себе, что кабинет сделает тебе, и все. Короче, позвала тебя к себе. Да, и раз из-за того, что там, цена выше, я смогу побольше заработать, чем тут. В колледж вы не хотите, да, куда-то? В Колледж? колледж дальше Она что? учиться не хочет. Игорь. Нет, в колледж я пойду. Но тогда, когда, знаешь, сделаю себе доход постоянный, чтобы я смогла сама, если что, оплачивать себе учебу, понимаешь? То есть вы, получается, соответственно, смысла в двухкомнатной квартире не будет вам находиться, поэтому, там, да, вы сейчас ищете однокомнатную. Нет, вот эту квартиру, вот я сегодня созвонилась, и там гостиничный комплекс. Он состоит из квартир.
Мгм. Мне сказали, приезжайте, квартиры от 11 тысяч, А эту за сколько вы снимаете? 25, я говорю. Офигеть. Мгм. Это очень много. Это вообще, она блин, столько не это стоит. слезы. Тут, наши. ну, мебель не так уж, не такая все. То есть в принципе, то есть я к чему говорю, что за 25 тысяч, мне кажется, в Новосибирске можно найти гораздо лучше Получше, квартиру. да. Есть Ну, еще Да, фотографии? конечно, вот смотри, Игорь. Угу. В принципе, да, что, кухня, санузел Ну есть. и недорого, и главное, без Конечно. комиссии, без залога. депозита, без Да, залога. Да. Понимаешь? Нормально. Я говорю, а можно жить долго, да, сколько хотите, столько и живите. Мгм. Единственное, что далеко от, вот, скажем, вокзала, от центра. Но вы Очень, завтра от школы. пойдете смотреть. Да, утром я хочу ехать туда, Мгм. найти. Так, ну ладно, если что-то, то завтра мы вам поможем с переездом. Скажи нам поэтапно, то есть что происходило в твоей жизни, ну вот, можно сказать, с последнего нашего ролика. Ну смотри, было 2 лета у меня. Именно я хочу выделить лето, потому что каникулы, больше моментов происходит. У меня был день рождения. Круто его, кстати, отметила. Мы ездили в Макдональдс, потом в Икею. Мне купили акулу, подарили. Которые сейчас продают по 20 тысяч. Че, реально? Акула. По 20 тысяч? Ну, офигеть. перекупы на Авито Ну, продают. мгм. Да, Икеи же нет Да, больше, да. так что Ну. можешь подзаработать. Нет, эта акула для меня святое. Я ее не буду никогда продавать. Мне один человечек, который, кстати, будет смотреть этот выпуск, подарил самокат. Электро? Да, который вон прикольно. там стоит за дверью. Вот, и я безумно благодарна ему, так как это была, можно сказать, моя мечта. И я летом прям очень часто на нем каталась. И я жду лета, когда вот все растает, я буду на нем гонять. Ну, в принципе, лето 2020 года, оно было такое обычное, но классное. То есть с приятным таким вайбом, можно вот так сказать, с ощущениями приятное. Было спокойствие. То есть вот с этим у меня это ассоциируется. А вот лето 21-го это было нечто. В общем, я тогда и начала увлекаться аниме и так далее. У меня был такой, можно сказать, грустный период. Не знаю, на меня что-то давило. Я даже не помню. Я лазила в ТикТоке, увидела там аккаунт аниме-магазина. Я подписалась, увидела ссылку на ВК, где там была группа и чат вместе с этой группой. Я перешла. И там быстро познакомилась с ребятами, потому что все были из Новосибирска, считай, из Новосибирска, Томска. Мы с ними заобщались, создали отдельную группу, там у нас была первая встреча на ГПН-ТБ. Мы встретились, погуляли, сходили на премьеру аниме в кинотеатре. Тогда шло, кстати, мое любимое, это «Клинок, рассекающий демонов», кстати, это катана главного персонажа. Я была очень рада, потому что люди, они, знаешь, максимально такие, общительные. То есть у нас был пик общения, можно так это назвать. У нас не было никаких там остановок, что мы там задумывались. Мы прям смеялись и смеялись. Люди очень классные, и я с ними провела все свое лето. Мы с ребятами ходили на пляж, ездили, в принципе, на какие-то аниме-фесты, ходили в парк, в зоопарк, в кинотеатры, то есть, очень много всего было, и это было максимально круто. Вот. Потом у меня был тоже день рождения, мне исполнилось 15 лет, и день рождения было максимально крутым. Мне его тоже, можно сказать, подарил человек, и я ему за это безумно благодарна. Это было что-то незабываемое, потому что мы ходили в сауну чисто своей вот этой вот компанией, и потом ночью гуляли ночью по городу. Тоже было очень тепло. Знаешь, такая усталость от сауны приятная. И мы еще в кино сходили дополнительно. Друзья, я думаю, сейчас многие размышляют о будущем. Как жить в условиях кризиса, и особенно у многих остро стоит вопрос финансов. Что будет с рублем, вашими доходами, сбережениями и что делать дальше? Как их не потерять, а сохранить и приумножить? И я уже давно подписан на канал Егора Арсланова, и на его канале есть видео, которое недавно я посмотрел, и оно называется «Что делать в кризис с деньгами». В нем он рассказывает про многие вещи, о которых я говорил в начале. И в описании оставлю ссылку на это видео.
и рекомендую каждому из вас перейти и посмотреть его. За деятельностью Егора я слежу уже давно и прошел его курс по финансовой грамотности. И благодарен ему за то, что он делится советами, как найти источник пассивного дохода и перестать жить от зарплаты до зарплаты. И рассказывает еще, как жить в условиях кризиса. И у него за плечами 14-летний опыт инвестирования и управления личными финансами. И он вложил в свое образование более 2 миллионов рублей, черпая знания в лучших инвестиционных компаниях России. У него есть своя школа денег, которая зарекомендовала себя как одна из самых успешных и имеет лицензию от Министерства образования. Также хочу вам порекомендовать посетить его бесплатный мастер-класс, на котором он расскажет четко алгоритм, как взять свои деньги под контроль, как снизить финансовые риски и достичь своих целей в будущем. Не упустите шанс научиться грамотно распоряжаться деньгами и обеспечить себе безбедное будущее. И зарегистрироваться на мастер-класс Егора Арсланова можно по ссылке в описании под этим видео. Ребята, всем привет! Я сидела, перебирала свой детский альбом, и хотелось бы вам показать свои детские фотографии. Вот я маленькая, да. Тут я уже взрослее, тут вообще смешная фотография. Только посмотрите, тут я с бутылочкой. Я в детстве на самом деле была очень полненькая, я на себя вообще не похожа. Тут я вообще похожа на какого-то гномика. Тут я тоже, смотрите, просто какая я пухляж была. Вот, смотрите, прям очень сильно смешная фотография. Я тогда очень сильно следила за модой. Это можно очень сильно увидеть. Тут я тоже со своей бабушкой. Вот, я была очень маленькая. В детстве меня мама отдавала бабушке с дедушкой. И, знаете, мы очень часто гуляли на улице, они меня катали. Вот, кстати, вот на вот этой вот колясочке, вон там можно увидеть руку моего дедушки. Они мне в детстве включали губку Боба и вместе смотрели со мной. А вот это мой детский рисунок. Я его нарисовала в 6 лет, если не ошибаюсь. Вот. У меня есть коробка, где очень много поделок, которые я делала маме, сестрам, бабушкам и так далее. Они собраны, прям их очень много. Я в детстве очень сильно этим увлекалась. А вот тут вот я вот в детском саду. Только посмотрите. А вот тут уже я пошла в 1 класс. Вот это вот тоже из 1 класса. Я стою с азбукой. Вот. Такая вот смешная. Ребята, и только посмотрите, из этого вырос вот этот вот человечек. Я надеюсь, вам фотографии понравились. Вы вместе со мной посмеялись. Я думаю, каждого пробирает ностальгия, когда он смотрит свои детские альбомы, в принципе, свои детские фотографии, фотографии своих родных. Я уверена, что у многих из вас есть большое количество фотографий, тоже поделок, которые вы делали в детстве. Кстати, если у кого так же, напишите в комментариях, будет интересно почитать мне. Узнавала ли тебя кто-нибудь за эти 2 года, именно вот наши какие-то подписчики, которые тебя видели? Расскажи про эти случаи. В общем, был случай, я была в аквапарке. Мы просто плаваем, и знаешь, в аквапарке есть инструктор, который ходит с камерой, там еще фотографирует, ну, фотографы. Ко мне подходит девушка, говорит: ты Лиза? Я говорю: да, я Лиза. Блин, а я тебя знаю. И мне стало так приятно, потому что она так заулыбалась, мне было ее приятно видеть. И все, мы поздоровались, и она как-то вот так сделала, что меня пофотографировала, а вообще фотографии, они платные. Она мне на почту бесплатно 10 фотографий скинула, а одна стоит на магнитике 450 рублей. Вот. И а еще какие было случаи? так неожиданно. На улице тоже, на набережной меня узнавали несколько людей просто, что фотографироваться даже просили. Мне было так приятно. Я вообще, это было неожиданно. Ты Лиза? Вот так прям брались, вот так: ты Лиза? Я говорю: да. А мне максимально, я себя не чувствую, ну, не в своей тарелке. Это было когда? То есть 1 год, вот когда вышло? 1, 2. А вот сейчас в последнее время бывает? Бывает, да. Иногда? Да, иногда меня узнают. У меня такое ощущение, что Лизу, походу, чаще узнают, чем меня. Меня прям, ну, тоже очень-очень редко. Ну, не знаю, может, в Новосибирске у нас не так много зрителей, но прям, не знаю, может быть, там в год, если раз 5, наверное, там кто-то там узнает, подойдет, там что-нибудь поздоровается.
Хотелось бы вам рассказать про этого маленького чуда. Это мой котик, его зовут Леви, и я его взяла у одной женщины. Я с самого начала очень сильно хотела котенка и хотела необычного по окрасу. И листала объявление и, собственно, наткнулась на него. 31 августа мы поехали за ним, забрали и привезли домой. Первые 2 недели с ним все было хорошо, он был очень сильно игривый, он привык, то есть все было в порядке. Дальше резко ему стало плохо, и он не мог делать вообще ничего. И, как позже оказалось, у него была чума. Чумка у котиков — это самое страшное заболевание, которое может быть среди них. С самого начала женщина, которая отдавала котят, и, собственно, где я взяла Леви, она нашла котят в коробке на улице. Она их пролечила, естественно, отвозила к ветеринару. Ранее ничего обнаружено не было. Я очень сильно волновалась по этому поводу. Мы вместе с этой женщиной ездили ночью в ветеринарную клинику, и мне еще помогал человек с его лечением. Я безумно очень сильно всем благодарна. Если бы не эти люди, со мной бы сейчас вот это чудо бы не жило. Слава богу, мой котик здоров. Я безумно его очень сильно люблю и люблю свою кошку. Кстати, я ее тоже сейчас вам покажу. Я вся в волосьях, обожаю. Ребята, у кого коты и кошки, пожалуйста, пользуйтесь валиками, потому что без них никуда. Вот это тоже громадина. Почему я ее так называю? Потому что она беременная. Я увидела ее возле подъезда. Я смотрю, сидит кот или кошка, на тот момент еще было непонятно. Сидит и кричит. Мне стало больно, я сразу хватаю, иду домой. Мама мне открывает дверь, я говорю: смотри. Она говорит: окей. Мы поняли вместе с мамой, мы к ней очень сильно привязались, потому что вот кот Леви и Мэйся, они разные по характеру абсолютно. Одна ласковая и такая, можно сказать, охотница, а Леви, он больше игривый, но Мэйся будет чуть постарше, а Леви чуть помладше. И Мэйся у нас очень сильно говорливая. В общем, будем ждать котят. Мы котят вырастим и отдадим в добрые руки. Мы тут сели пить чай, поговорить немного с Валентиной Владимировной. Она предложила нам в кофе положить лимон. Я ни разу не пробовал. Ну, понятное дело, то есть там молока нету, то есть не свернется. То есть просто обычный кофе. И сейчас будет интересно попробовать. И напишите в комментариях, пробовали ли вы кофе с лимоном. Вань, будешь кофе с лимоном? Я Попробуй, очень вкусно. Ты пробовал? Конечно. А я никогда не Ты пробовал. выжми сам руками или Ложите, куда-то. ложите. Положи там лимончик. Я не ел колбасу с сахаром или огурец со Ну, колбасу с сгущенкой. сахаром Колбасу с ел. сахаром. Или вареники, которые с вареньем есть со сметаной. Лимончик отрезать? Где Мэйся? Я не вижу. То получается, то, что вы занимались банкротством на ИП, вы сделали. Да, банкротство я сделала, да. Все, то есть на вас долгов сейчас не числится. Нет, долгов у меня нету. И, соответственно, уже как раньше списывали с карты, сейчас уже все, ничего не списывают. Да. Сейчас вы на полную пенсию, да, у вас? или А я инвалидность? отдаю за квартиру. Ну, то есть, соответственно, у вас есть пенсия, плюс подработка, плюс Лиза что-то, да, там зарабатывает. Вы на это оплачиваете квартиру и сами живете. Если мы переедем туда, вот в гостиничный Мгм. комплекс, то, естественно, нам будет Уже гораздо легче нагрузка уже. гораздо меньше Да. у вас будет. Тут звали меня замуж, но я не хочу. Почему? Не к сердцу. Да, тоже человек после инсульта, и он немножко у него как-то М. повлияло на голову. Ну, как он разговаривает нормально, как бы адекватен, все, но тем не менее чувствуется в нем агрессия, ну, это вот Мгм. именно болезнь, там, не то, что сказать, он там плохой человек или нет, нет. Вот звонил, переезжайте ко мне и живите. Ну как, но двухкомнатная все равно квартира. сердцу мил не будешь, Ну если, да, если не лежит. ну конечно же. Ну. Лиза рассказывала, ну, что у нее, в принципе,
хорошо все прошло, то есть там ничего такого супер критичного не было У за кого? эти, у Лизы, А, за у эти Лизы, 2 года. Да, ну ну. как по ее внутренним ощущениям. То есть, а вы, наверное, просто что вы знаете, да, какие-то такие моменты, вы там, ну, на Лизу и сильно их не переваливаете, что как бы она, может быть, о многих вещах не знает, да? Что Да, конечно. просто решаете их там Ну, сами да. потихоньку. Лизка молодец, конечно, но плохо то, что она в школу не ходит. Это просто комедия. Если снимать фильм вот про нее и как она учится, то это просто комедия, действительно. Ну, она же закончит ее, наверное. Не знаю. Но не ходит, Игорь, ну не ходит. Вот сколько дней, 5 назад, наверное, были, тестирование было. А классный руководитель звонит уже мне: Валентина Владимировна, где Лиза? Я говорю, да она ночь не спала. Поднимать ее срочно, поднимать. И вот кое-как я ее разбудила. И она это, ну, заставила бежать, она со слезами ни в какую, не это. Ну, я говорю, иди, ну это же ненормально, рассказал классный руководитель, значит, иди. Ну, в общем, она потом сходила, и там еще, это, ну, у нее друзей там много, она как со всеми начинает сливаться, вот как, ну, с кем общаются они. Вчера ребята приходили, уже ушли в 1 часу ночи. Круг у нее, конечно, Но они очень сильно широкий. старше ее? Ну, они постарше, но ребята хорошие, как бы уже не первый раз приходят. Ну, ладно. Лиза! Сейчас будем Лизу ругать. Был случай, когда мою маму узнали в автобусе, парень. А, мама твоя? Да. Прикольно. А что касательно вот твоего дела маникюрного, В общем, что у тебя было за это самое время? интересное. Я говорила в выпусках еще 2 года назад, что хочу прийти к результату. Я к нему пришла. То есть я сейчас спокойно могу сделать покрытие гель-лаком с маникюром за 1,5 часа, а наращивание могу сделать за 2,5. Да, потому что я помню, когда мы тогда приходили, Мы там 8 снимали, часов сидели. да, по 3, по 4 часа Лиза делала. Да, вот. да, Ну, а да, первые да. разы, конечно, это вообще это долго было. Это же Это еще кошмар. Женя, которая обучала. То есть сейчас у тебя прям быстро. Да, и результат у меня все получается чисто, аккуратно. За эти 2 года Лиза работала в 2 местах. То есть одно, когда мы как раз тогда приходили Побольше. в кабинет, да, больше. Да. Вот я помню одно место, когда мы приходили в кабинете ты сидела, Да, там да, да, делала. да, да, да. А про остальные расскажи. В общем, я работала в 2 салонах еще. В один я сама устроилась, в другой меня позвали. Ну, в один я там проработала сколько? Я там проработала месяца 2-3 где-то. А второй, где меня позвали, вот сама женщина Ольга. Я там работала сколько? Тоже где-то 2 или 3 месяца. Там уже был опыт побольше, потому что я там столкнулась с пару неприятными клиентами, можно их так назвать. Был такой случай, у меня уже результат нормальный, то есть все хорошо, но я все равно волнуюсь. Особенно, когда был первый день, я думаю, это неудивительно. Я сижу, работаю, начинаю свою работу. И женщина уже начинает, мне не нравится. То есть вот так как-то резко. Я думаю, ладно, я сижу еще в маске вот так. Думаю, окей, хорошо. Мы продолжаем работу. Вот так выдергивает, подровняй, вот так. И мне было максимально неприятно, потому что она прям агрессивно со мной грубо разговаривала. Я думаю, ну, может, у человека день не выдался, потому что вечер. И, ну, ладно. Потом она начинает переходить на неприятные высказывания, типа, ты вообще мастер, типа, и так далее. Я думаю, ладно. А мне максимально, знаешь, я еще волнуюсь, потому что это было, можно сказать, начало моей работы в этом салоне. Я максимально волновалась еще, у меня руки там потрясывались. Но я старалась быть уверенной в себе, но с этой женщиной у меня этого не получилось. Она когда отворачивалась, у меня слезы бежали, я вот так голову поднимала, чтобы, ну, слезы не упали, она этого не увидела. Работа закончилась, все нормально, но она еще пришла по акции за 500 рублей. И все, она увидела, что у меня глаза красные. И такая, она как-то голосок сжала немного, милее его сделала и говорит, ладно, у тебя еще все впереди. Положила мне денежку на вот эту вот подставку и ушла. Я начинаю звонить Ольге, я вся в истерике, у меня слезы, говорю, так-то, так-то. Она говорит, Лиз, ты что, поранилась? Ну, изначально она это сказала. Я говорю, нет, при чем тут поранилась? Даже лучше бы было, если бы я поранилась, что и так далее. Я ей рассказываю эту историю, она говорит, тьфу, да брось ты. Сделала вывод, что она к нам больше не придет. Я ее больше не приму. А такие вот случаи часто бывали? Было 3 раза, вот, с людьми. Хотелось бы с вами поговорить
сказать, что изменилось за это время. За это время изменилось достаточно многое, как мой характер, так и мое видение, в разных вещах. Я стала больше увереннее в себе, то есть я могу сейчас разговаривать на более взрослые, серьезные темы. Стала более продуктивной, я стала больше ответственней, чем было раньше. Вырабатываю в себе привычки сейчас и вырабатывала. У меня есть заметки в телефоне. Когда у меня есть определенный результат, которого я достигла, я иду к этому помаленьку. Я записываю в заметки, что вот был-то такой-то результат. Потом, когда приходит следующий момент, когда мне нужно выполнить определенное действие, я выполняю и сравниваю с результатом. Если оно у меня лучше, я очень сильно горжусь собой. Если нет, то я себе говорю, что я добьюсь большего. У меня были такие моменты, когда я вела себя ужасно, и мне очень стыдно за мои плохие поступки, но были и хорошие. Я безумно благодарна за вот это время, которое прошло после видео Игоря. Прошла через достаточное количество людей. Были и плохие, и хорошие люди, и с хорошими я по сей день общаюсь, и я очень рада. Хочу вам свой совет дать. Никогда не отпускайте руки. Будь это моральная ситуация, да, то, что душевное вам плохо, будь это физическое, будь там финансовые, нефинансовые трудности и так далее. Либо вы сами дойдете до хорошего события, либо вам помогут люди, которые вы встретите, либо вас уже окружают. Никогда не сдавайтесь, ребят, и идите до конца. Я читаю комментарии, многие пишут: Лиз, ты такая уверенная и так далее. Мне очень приятно, на самом деле, когда я читаю ваши комментарии, у меня прям слезы наворачиваются даже сейчас. Я не знаю, слышите вы или нет, но у меня немного трясется голос. У меня ком в горле из-за этого. Когда я читаю, что мне пишут незнакомые мне люди, с которыми я в жизни не знакома, столько приятностей в мою и не только в мою сторону. У меня сразу загораются глаза, меня прям это максимально мотивирует, и иногда, когда мне не хватает какой-то поддержки, я захожу под старые видео Игоря и читаю комментарии. Расскажи, какие неприятные моменты, какие трудности были за эти 2 года? Была одна девочка, хочу выделить эту ситуацию. Мы с ней заобщались, и знаешь, у меня была возможность именно финансовая. Я хотела себе что-то взять, да, в итоге тратила все на подруг, можно их вот так показать, назвать. Эта девочка не исключение. Была ночевка у нее, она, кстати, жила отсюда недалеко. Я, знаешь, собрала вещи, так как, я шла туда на длительный срок. Тем более каникулы. Я взяла там кольцевую лампу, собрала там много вещей. Для мыла тоже, мы там мыло собирались делать, и все, короче. Мы пришли к ней, наступила ночь. То ли она, то ли я как-то пошутила, и я как бы громко засмеялась, а мама ее легла спать. Я говорю: извини, я прям резко вот так сделала, извини, пожалуйста. Подняла вот так руку и сказала: если ты еще раз с матом издашь громкий звук, я тебя ударю. И она это сказала максимально, тоже громко, громче меня, чем я засмеялась, максимально агрессивно, что меня это довело до слез. Я не ожидала, что от девочки, извините, которая мне на год меньше, может такое сделать. Я вообще этого не ожидала, я думаю, ладно. Потом перестали общаться? Потом я просто собрала вещи ночью и ушла. В основном мне все позитивно прошло, и я этому безумно рада. Потому что столько было людей хороших, с которыми я до сих пор общаюсь. Сколько вот из наших подписчиков, да, из наших ребят, сколько людей тебе помогало, с кем ты до сих пор там держишь связь, да, и может быть кто-то сейчас тебе продолжает в чем-то помогать? Мне помогает один человек, его зовут Александр, Саша, я его называю Алекс, он живет за границей. И мы с ним общаемся уже, считай, год. Мы с ним играем в GTA. Тоже очень классный, позитивный человек. Реально, мы с ним там общаемся по звонку, правда. И он мне помогает, и он не выговаривается. То есть я с ним сижу, тоже разговариваю. Там с его друзьями тоже сидим, играем. Когда эта вся ситуация
закончится, границы откроют, и мы хотим с ним встретиться. Были люди, с которыми тоже держала связь, некоторые поменяли номера, и я не смогла их просто дописаться до них. Мне девушки бывали слали посылки, что там масочки для лица, вся там девчачьи штучки, при этом. Сладости какие-нибудь? Да, сладости. Вот мне тоже Алекс отправлял посылку. Финансовая помощь, естественно, была. Я безумно благодарна за это. Ну и все. Естественно, сейчас все идет в лучшую сторону, потому что я взрослею, я стала более ответственней, я стала более продуктивной, да, я стала более самостоятельной. И, то есть я понимаю, что вот это мне надо сделать, другое там надо сделать. То есть все, я встаю и иду делать. Я, знаешь, безумно рада за то, что мне 15 лет, у меня есть опыт, который длится в 2 года. В принципе, если ты бы встретил человека, да, вот 15-летнюю девочку, и вы там заобщались, и она сказала, я там работала, у меня уже 2 года опыта, и это в голове не укладывается. Да, но на самом деле редко встретишь подростка, который работает, потому что все равно 14 лет это достаточно еще там юный такой возраст, это там даже еще ты не в колледже учишься, то есть там не в университете, там, то есть это плюс-минус 7 класса Лиза уже где-то работала, какую-то копеечку зарабатывала, это круто. Поэтому в этом плане, конечно, Лиза большая молодец. Ты нам тут давай зубы не заговаривай. В смысле не заговаривай? Я серьезно говорю, как есть. Мама что говорит, что ты не ходишь в школу. Вот за неделю сколько раз ты в школе бываешь? Я не хожу под конец четверти, вот так. Просто как ты заканчивать-то будешь? Ты закончишь школу? Ты да, уверена, конечно, что у тебя получится? Да, у меня хорошие оценки выходят. Так если ты не ходишь в школу, ты же отстаешь в программе как-то. Я занимаюсь дома, потому что в школе я не понимаю, вот отдельно сижу, у меня есть друг, который мне по математике помогает, мы спокойно сидим, решаем, и также по другим предметам. А остальные? Тоже нормально? Да. То есть не будет такого, что ты там на 2-й год останешься, еще что-то? Классный руководитель говорит, Валентина Владимировна, вот все ведь учителя говорят, что девочка-то умная. Вот это вот лень. Извините, я занимаюсь дома, потому что мне так, во-первых, комфортнее, в школе я ничего не понимаю, от учителей. Я вот сижу в Дискорде со знакомым, и там еще с девочкой занимаюсь. Так, может быть, ты не понимаешь, потому что ты уже, отстала по программе? Нет, мы делаем на таком же уровне. Мы делаем на таком же уровне, что и в школе. Мы единственное, что, не знаю, может быть, можем помочь, если тебе нужно по какому-то предмету сейчас, по обществознанию, что-то потянуть, ребят, напишите нам, если есть, кто знает там предмет обществознания, мы свяжем, поможете потянуть Лизу, чтобы она сдала, что у вас сейчас, ОГЭ называется? ОГЭ, да. У нас просто ЕГЭ было. Вот, то есть ты что сдаешь, какие? Общество, географию, из необязательных, а обязательно это русский и... Русский и математика. Да. По ним у тебя нормально? Да. География, математика, русский. Да. У тебя с русским точно нормально? Да, все окей. Ну ладно. Ты мне сейчас в этом сомневаешься? Ну вот не знаю, тут уже... Я тебе серьезно говорю, Игорь, у меня все окей с этим. Сверх через «ы» или «и». Продолжение. Ты с учителями со всеми, в нормальных отношениях? С учителями, да, то есть у меня есть к ним уважение, у них тоже ко мне, то есть, мы нормально, у нас такие спокойные отношения, что все. А вот есть учительница, 2 учительницы, которые хочу выделить. Это учительница по истории Екатерина Сергеевна и Татьяна Николаевна. Это учительница по русскому и литературе. Естественно, Татьяна Николаевна бывает немного агрессивной, но все в порядке. Ты все равно любишь, даже несмотря на она это. классная, то есть я там задаю ей дополнительные вопросы, она такая помогает. Все, да. Ладно, будем надеяться, держать кулачки, что... Все хорошо. В смысле? Понятно, но ты, может быть, думаешь, что все хорошо, мама думает по-другому, а как будет на деле, мы узнаем, я думаю, так уже у меня в конце уже лета. 4 вышли, вы чего? Я считаю, что сейчас проблема многих людей номер 1 – это лень. Был момент, когда я там с некоторыми людьми сидела, создала телеграм-канал, где мы там работали. Я помогла и себе, и люди помогли себе, и мы друг другу. Круто получилось. Это был как бы марафон. То есть у нас. В моих планах сейчас это закончить 9 класс и дальше идти работать как мастер маникюра, развивать свой опыт. Я буду работать и в салоне, и потом сама на себя. Моя цель, вообще моя мечта, к которой я буду идти, это открыть свое дело,
Это салон красоты, где будет еще фотостудия. Я верю, что мне все получится, и потом хочу начать путешествовать. Хочу посмотреть на мир своими глазами. Тоже есть такая цель — отпраздновать свое 18-летие за границей. Буду стараться идти к этому, так как я представляю, у меня картина в голове, и у меня аж мурашки по коже идут. Вот. Можешь рассказать вот сейчас, вот, да, уже со стороны прошедшего времени, то есть уже там, 2,5 года даже, ну, плюс-минус прошло, вспомнить то свое состояние и описать его вот сейчас с твоей точки зрения, какое оно было тогда, как ты себя чувствовала, что ты тогда раньше думала, вот, и как сейчас, вот, как ты себя сейчас чувствуешь, как вот, какой твой настрой? Мне было больно, грустно. Даже сейчас слезы пойдут, наверное, не знаю. Почему? Ну, прости. Я вспоминаю то время, потому Тяжело было? очень, максимально тяжело было. Прошлое, оно и в Африке прошлое. Ну, это да. Мне было тяжело, мне было больно, мне было обидно за маму. Тогда, еще до знакомства с вами, где у меня была возможность работать, я работала. Это промоутером, то есть я работала от пятерочки, вот от таких вот. Листовки типа? Да, я листовки раздавала, что могла, там с девочкой тоже работала, меня там обманули, то, что не давали Мама сумму. рассказывала, да. Было максимально некомфортно находиться в общественных местах, я постоянно сидела дома. Постоянно, потому что я стеснялась себя. Даже сейчас такое есть, но уже у меня как бы это проходит. Да, кстати, на эту тему, я, допустим, многие наши зрители еще тогда, когда там Лиза была совсем маленькой, писали, вот, там, что ты рисуешь стрелки, там, ты еще маленькая. То есть, ну, каждый подросток, он выражается, как он хочет. То есть, если ему комфортно, и он себя чувствует, да, там, со стрелками, немного в косметике, себя комфортно, ну, и ладно, то есть, это его дело. То есть, он себя чувствует хорошо, и ладно. То есть, там, то, что думают другие, ну, это их точка зрения. Не каждый взрослый, да, там, спросишь, если его, там, ты любишь себя, там, вот, таким, какой ты есть. То есть многие скажут нет. То есть кто-то скажет нет, чтобы там чувствовать себя уверенно, нужно там одетым быть так-то, так-то, там, не знаю, там, иметь там телефон такой-то, такой-то. Не пишите под роликом, что вот опять Лиза со стрелками, там, потом, то есть ей так комфортно, она себя чувствует так уверенней. Вот это время, которое прошло, я очень сильно переживаю и переживаю за счет своего будущего. То есть я боюсь, что что-то пойдет не так. Я, знаешь, я прям постоянно думаю о своем будущем, как оно сложится. Я придумываю, точнее, обдумываю вот свою тактику, по которой буду идти. Где-то добавлю, что-то убавлю, чтобы все точно. Я прям, очень сильно волнуюсь из-за этого, потому что страшно все-таки взрослая жизнь. И... Ты уже уедешь, уже мама рядом не будет, да, уже будет самостоятельность. Да. Но не получится, опять же, ты, говорю, вернешься сюда, у тебя здесь там мама, устроиться здесь ты сможешь, если там будет тяжело, мы там можем помочь как-то, да, информационно там устроиться на работу. То есть, вот, поэтому не переживай, все будет нормально. Вот, это 100%. Хорошо, спасибо, ты меня замотивировал. Я думаю, до салона это еще далеко, то есть Да. сначала где-то поработать, набрать базу клиентов, потом это снять кабинет какой-то, да, какую-то зону небольшую, в этом кабинете продолжать работать. Желательно, чтобы в этом кабинете было место под какой-то, под еще одного человека, чтобы вы вдвоем делили. Допустим, ты занимаешься ногтями, а второй человек бровями и ресницами, например, да. Это будет круто. Во-первых, будет перекрестный обмен клиентами, вот, проще платить за аренду, и, соответственно, вместе развиваться куда проще. Вот это будет крутая идея. И мы на самом деле так хотели сделать, знаешь, с кем? С Аней. У нас же с ними история закончилась, не до конца завершившись. То есть мы привели Аню в салон к самому лучшему мастеру по наращиванию ресниц. Там она бровями занимается. Вот, чтобы она ее обучила. Мы потом также ей хотели подарить, как тебе, все необходимое для занятия ресницами. То есть там это и вот этот стол, на котором, не стол, а кушетка, на которой делают лампы, все для ресниц. И мы думали дальше, следующим этапом будет это снять вам кабинет, где бы вы как раз ты бы делала бы ногти, а она бы
бы заниматься ресницами. То есть у нас были вот такие идеи. Но Аня говорит, типа, я не хочу этим заниматься. Там она хотела заниматься макияжем, ну, мейком. Я говорю, что это, ну, очень тяжелая профессия, на нее мало клиентов, и для старта ну, очень много средств нужно было, которых у нас не было. То есть там, прикинь, кисти, только там кистей 1000 на 30, потом куча косметики, но это очень дорого. Ну, я ей объяснил, что это, ну, это нерационально. Ты, говорю, ты займись ресницами, и у вас уже будет, ну, много клиентов, будет круто. Вот, но она не захотела, и, соответственно, мы поняли, что если мы даем такую крутую возможность, человек, ну, не хочет как-то бесплатно обучиться, и, ну, это, ну, соответственно, дальше вот у нас ничего из этого не вышло. Вот, ну, а ты-то, говорю, вот эту идею можешь подхватить и с кем-то, ну, другим реализовать. Спасибо. Вот, это прикольно. Так, ну ладно, что, чай попили, поболтали. Вот. Так что до завтра. Здорово, очень Да. приятно, ребята. Спасибо, Надеюсь, что что приехали. завтра там посмотрите, все Мгм. это подойдет. У нас И тогда пахнет. звоните нам, мы заказываем газель, все это грузим, перевозим. Мгм. Если что, мы подъедем, это все это вынесем, спустим. Я думаю, тогда уже прощаемся с вами до завтра. Так, ребят, ну что, в общем, прошел уже месяц с того момента, когда Лиза должна была переехать. В общем, они не переехали. Та женщина, которая попросила их съехать, она в итоге сама там не стала жить. Она им даже снизила арендную плату. Они решили вот остаться там до июня, до июля, пока Лиза окончит школу. И потом уже Лиза поедет в Москву, а мама начнет искать там новую квартиру. Ну, смысла там снимать двухкомнатную нету. Вот такой вот расклад. Напишите в комментариях, что бы вы еще хотели узнать о Лизе. Может быть, увидеть какой-то наш совместный ролик. Мы обязательно все прочитаем. Вот, спасибо вам большое, что вы досмотрели этот выпуск до самого конца. Вы узнали историю Лизы, ее планы, как вот у нее складывается жизнь. В будущем Лиза у нас еще, конечно же, будет появляться. На этом, наверное, все. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на все наши социальные сети и увидимся с вами через неделю. Пока.